Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GvardUA. Сегодня я вам покажу одну интересную реликвию, которая в этом патче ее довольно-таки сильно бафнули на самом-то деле. И если она придет на 10-м раунде, то, соответственно, я вам ее прям полноценно продемонстрирую. Тут еще, кстати, есть жезл Киры и гнездо Мамора, но на самом деле там 3 реликвии, которые бы мне хотелось. Это, во-первых, аптечка священника. И тут, я думаю, у всех многие такие вопросы сразу возникли. Аптечка священника? Серьезно? А как же я ее буду реализовывать? А все просто, ребят. Все просто. Если на 10-м раунде она придет, и, надеюсь, конечно, мне будет 2 жреца уже до там 3-4 раунда, чтобы я мог играть через лустрики и потихонечку брать уровень. Короче, давайте так. Я расскажу вам план действий и расскажу вот прикол этой аптечки. Ну и, естественно, продемонстрирую, если она придет. Если же нет, то, в принципе, тут есть жезл Киры, и мне писали в одном из роликов моих, там, где я играл на Луне, вот это вот через жезл Киры, что это полнейшая хрень, она не работает, ля-ля тополя, короче. Давайте я просто вам... Ну, придет жезл Кира? Покажу. Придет аптечка? Покажу. Поэтому расскажу немножко про аптечку священника. В чем ее плюсы, в чем ее минусы. Духовного талисмана я, кстати, возьму на всякий случай, потому что есть такая тема, как жрецы, и скипать, ну, как бы... Духовный талисман, когда есть гнездо Мамора, я думаю, это жесткая ошибка, потому что, не дай бог, какой-то чел найдет орка-жреца до 10-го раунда и закинет его в гнездо Мамора, а потом выкатит вам на 19-м раунде его на лицо, то караул хавайся и финита ля комедия. Ну, и, естественно, конечно, здесь обоюдоострый меч, потому что, скорее всего, могут появиться здесь гритеры. Короче, я слишком много сейчас об этом обдумываю, поэтому давайте так. Про аптечку священника. В чем ее плюсы, в чем ее минусы. Плюсы таковы. Весь урон, который вам будет нанесен по шахматисту, он будет эквивалентно переведен в уровень, то есть в опыт ваш. То есть, допустим, вам по лицу прилетело минус 30, это, соответственно, 30 опыта к уровню вы получите. И тут, я уже думаю, многие поняли, что я хочу сделать. Во-первых, я хочу поиграть через лустрик. Хочу поиграть через лустрик, поэтому придет 2 жреца, окей. Но до 10-го раунда мне нужно максимально сэкономить хп. И мне нужно как бы максимально быстро выйти в 50 монет. Ну, то есть, короче, посмотрим. Посмотрим, не хочу далеко наперед забегать. Тут уже чел один хочет играть через лустрик, вижу. Ну, лимит вот этот. И тут, кстати, есть интересные легендарки. Вот сейчас так подумал. В общем, как работает аптечка священника, я уже сказал. Мы ее попробуем реализовать. Если же нет, то попробуем сыграть через жезл Киры. Поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали. Погнали. Да что ж такое, у меня сегодня горло так жестко першит. Еще и довольно-таки там сильный хускар такой. Мне бы такие предметы. В общем, приходит аптечка, беру аптечку. Приходит жезл Киры, беру жезл Киры. Если придут 2 предмета, то я буду отталкиваться от ситуации. Если у меня будет довольно-таки приятный стол, то я, соответственно... буду, наверное, лучше через жезл Кира играть. Но я буду отталкиваться конкретно от стола. Хотя на самом деле лучше, наверное, сыграть через аптечку священника. Короче, я слишком много об этом думаю. И слишком много короче вообще в этом ролике. Поэтому длиннее. Длиннее. И где мой жрец? Прикиньте, я походу жреца продал. Да. Я, ну, ладно, молодец, красавчик. И, кстати, мне бы довольно-таки хотелось повторить одну вещь. Это, короче, цветы плюс фурион, и сделать это все максимально быстро. Только для этого мне все равно лустрик нужен, потому что через лустрик я смогу максимально быстро выйти в бабки, могу максимально быстро ролиться и максимально быстро все найти как надо и сыграть снова через этих фуриончиков интересных. Вот как ролик вчера выходил, там не китайский билд, вот такое я хочу попробовать снова реализовать. А вот, кстати, и жрецы подъехали. Погнали. Погнали становиться на лустрик. Сейчас, кстати. Выходим в денежки. В денежки, и знаете, какой у меня будет сегодня лустрик? Я хочу попробовать идеальный лустрик. Это найти мне 3 человек нужно. Короче, синергию людей мне нужно найти. Чтобы получать как минимум плюс 2 опыта за проигрыш, за выигрыш. Неважно. Просто получать еще дополнительно 2 опыта. Поэтому мне нужно будет найти людей. Найду людей, будет классно. Кстати, Лину поставлю, пусть будет. 11 монет у меня есть на 6-м раунде. ХПшки более-менее нормально. И мне, кстати, надо сейчас вот этого человечка, который no limit, переиграть со жрецами. Жалко, конечно, боевого пропуска нету. С боевым пропуском я просто бы знал более точно, когда он ко мне придет. Мне так хорошо идут тролли,
что, скорее всего, здесь будет жезл Киры, а не аптечка священника. Но в любом случае, эти две реликвии мне будут необходимы. На всякий случай я этого шаманчика хочу оставить. Ну, мало ли он мне придет до 10-го раунда, я смогу сыграть потом через волшебников-шаманов, и это будет прям то, что доктор прописал. Кстати, давайте так. 50 лайков под этим роликом, и я запишу шаманчиков через волшебников. Давненько я на них не играл, хотя как давненько. На предыдущем стриме я на них играл, но мне хочется все-таки вот отдельно на ролики их записать. Поэтому так, 50 лайков под роликом, и я записываю шаманов-волшебников. Все, ребят, все от вас зависит, давайте, погнали. Погнали накидывать лайков. Как обычно, я вижу, здесь есть у нас кто? Охотнички. Ну, тут без них никуда. Самая легкая синергия на данный момент, который, ну, мало чего надо, по сути. Так как вещей поменьше, и охотники нормально так раскидывают. Хотя, если кто-то воинов соберет, то пожалуйста. Кстати, чел меня переиграл. Я хотел его переиграть, а он меня переиграл. Красиво. Красиво. Дурак. Ой, дурак. Еще и гритеры так хорошо пришли. Как бы поступить? Вот бы мне, конечно, сейчас бы Омник либо Легионка пришла, чтобы максимально быстро выходить в уровень. Если придет, кстати, мне аптечка священника, то я буду играть через инсектоида. Кстати, я забыл этот момент упомянуть. Ну, либо же я буду через богов, магов и шамана пятерку играть. Все такие думают, какой я слишком самоуверенный-то, да? На это есть некоторые причины. Я думаю, вы увидите их после 10-го раунда, если, естественно, все будет мне... Ну, идти все по моему плану. Можно и на убийцах сыграть, в принципе. Еще один чел играет на лустрике. Вы что, издеваетесь? Как я этот момент провтыкал? Да, красавчик, Саня, красавчик. Внимание на 155%. Пока ты там базарил, челы там на лустрик встали. Один, второй. Может, там и третий найдется еще сверху. И, кстати, люди пришли. Я думаю, сейчас все-таки из инкама выйду. Возьму уровень. Как раз у меня есть 8 монет лишних. Ну, они как бы не лишние, но в принципе лишние. Поэтому знаете, как сейчас, наверное, сделаем? Я выстрелю 3 человек, возьму уровень. Ну и, соответственно, буду получать дополнительный опыт. Кстати, ребят, мне там писали за это в комментариях, то, что почему я людей не юзаю. Вот, смотрите, юзаю. Сейчас, короче, за каждую победу-поражение я буду получать плюс 2 опыта. Неважно, типа, победил, проиграл, просто получу 2 опыта. Вот наблюдайте. Сейчас я должен этот раунд проиграть, потому что у чувака довольно-таки сильный стол. У меня так неплохо, сейчас такой ляпасок. Блин, прикольное оповещение, тортик. Один. А что это за такое оповещение интересное? А где его взять? Кстати, ну, я думаю, вы все увидели, у меня там плюс 2 опыта получилось. Но я думаю, сейчас у меня довольно-таки сильный стол, и в принципе, неважно, как я его сейчас сделаю, он у меня будет сильный. В любом случае. То есть я не должен сейчас проиграть этим мобам. А даже если проиграю, то, ну, на самом деле нельзя проигрывать. На 10-м раунде сейчас категорично важно выигрывать этот раунд, потому что реликвии падают довольно-таки нужные. И если проигрывать на этом раунде, то вы теряете преимущество в реликвии. Особенно, когда есть гнездо Мамора, либо же аптечка, либо же жезл Киры. Вам нужно гарантированно хотя бы 100% иметь шанс, чтобы достать нужную вам реликвию, хотя бы более-менее подходящую. Поэтому проигрывать на 10-м раунде сейчас, ну, такое себе. Это уже на 15-м раунде можно еще, как бы, ну, проигрывать, выигрывать, там, без разницы. Ёлки-моталки! О, все, ребят, намек принят. Это инсектоиды 100%. Раз мне Скорпион пришел на 10-м раунде, то это будет инсектоиды 100%. Гнездо Мамора я вижу, вот уже одного молодого есть. Выходим, получается, в денежки. Я думаю, кстати, можно продать ЦМ-очку. Поставить вместо него ДК. Берем, наверное, аптечку. Или Киру. Там просто сильные легендарки. Мне бы хотелось взять эту аптечку. Ладно, берем аптечку. Берем аптечку. Как бы все, ну тут предрешено. Я не смогу этот стол сейчас перебить в любом случае. Поэтому берем аптечку и юзаем ее. Смотрите, сколько опыта получил. Просто плюс 10 опыта.
Это за то, что у меня, во-первых, люди стояли, это 2 опыта даются, за раунд 1 опыт, и я только что 8 урона по лицу получил. Соответственно, это все пошло в опыт. То есть я сейчас буду расти. И на самом деле здесь есть обоюдоострый меч, когда вы играете через эту аптечку. То есть иногда вы не сможете выкрутиться из этой ситуации, и все, вы проиграете игру. Про какую ситуацию я говорю? Это потому, что вы слишком много будете получать по лицу, потому что вы захотите пожадничать и получить как можно больше опыта. Гнездо Мамора. Тут тоже чел аптечку юзает. Кстати, тоже чел умно сделал. Как я прям. Людей поставил. Людей и жрецов поставил. Красава. Красава. Я так понимаю, я с ним 1 на 1 останусь, и мы будем с ним бороться за топ-1. Вот смотрите. Я не особо хочу жадничать сейчас по опыту, поэтому я выставил свой стол как людей. Немножко апнул этих людей, чтобы получать, во-первых, дополнительный опыт. Вот сколько сейчас я опыта получу? Смотрите, плюс 2. И сколько по лицу? Ну, опять 11 опыта получил. У меня сейчас, если все хорошо и дальше так пойдет, то к 15 раунду у меня чуть ли не 9 уровень будет. Но на самом деле мне нужно выйти в деньги. Я еще немножко в замешательстве. Хочу играть на инсектоидах, или я лучше гритеров соберу. На инсектоидах мне будет немного легче камбэкнуть это все. Немного. Не знаю. Ой, не знаю. Ну ладно, пока смотрим. Будут еще приходить инсектоиды, соответственно, буду инсектоидов собирать. Либо же богов через шамана 5 и кайфануть от игры. Как приятно сейчас по уровню. Как же приятно сейчас по уровню. Теперь по поводу обоюдоострого меча. Как вы уже поняли, если вы слишком много будете получать по лицу, вы потом не сможете камбэкнуть, вы не сможете реализовать этот потенциал вашего огромного уровня. Именно по этой причине я и говорю, что не жадничайте, лучше поставьте чуть более-менее сильный стол, получайте чуть-чуть меньше опыта и чуть-чуть меньше по лицу, но тем самым вы хотя бы сможете стабильно и легко выкрутиться в какой-то, ну, в лете и будете чувствовать себя более-менее уверенно. Ага, тут боги-орки собираются. Это плохо. Это плохо, то, что там боги-орки собираются. Не нравится мне это такой расклад. Если он себе найдет шамана 5, то у меня будут ужасные проблемы против него. То есть мне здесь по-любому нужны будут гритеры. Вот то, о чем я говорил, что есть проблема. Давай еще чуть-чуть за сумонь. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Кабанчика. Не? Ну и иди в баню. Чисто на 15 раунде у меня 8 уровень. Свен — это то, что доктор прописал. Такое нам нравится. Такое мы приветствуем. Блин. В принципе, можно, знаете, какую идею сейчас сделать? Там есть варлок. У меня есть идея. Смотрите, как она звучит следующее. Там есть варлок. Я могу закерить обычного Свена. У этого Свена будет много АОЕ дэмэджа, если хорошие предметы упадут на него. Ну и, в принципе, мать насекомое тоже надо. Блин. Короче, я открыт к вашим предложениям, ребят. Подсказывайте мне вдруг чего, как лучше поступить в комментариях, вот играя через аптечку. На самом деле, вот через инсектодов, как по мне, это самый альтернативный вариант. Потому что вы тогда не будете зависеть сильно от предметов. Это раз. Вы будете зависеть сильно от рандома. Это два. Но из-за того, что у вас ранний 8 и ранний 9 будет, из-за того, что вы будете как бы проигрывать и получать кучу опыта, то в принципе инсектоиды могут вас спасти. Не факт, конечно, но могут. Я, наверное, кстати, потихонечку буду ролиться. Так, по чуть-чуть. Или лучше на 9 ролиться. У меня 46 хп осталось. Еще тут пару раундов таких плохих, и все, я откисаю. Цветки мне по-любому нужны. Дубликаты — это тема, это имба. Знаете, мне даже захотелось сыграть в одну игру, точнее, в одной из игр своих, это через легендарные дубликаты. Тоже прикольная тема, давно я не играл на легендарных дубликатах, но для этого мне нужны гоблины мехи будут и золотые роллы. И довольно-таки хорошие легенды. Если не будет легендарок хороших, то будет так себе. Блин, я настолько заряжен сейчас такими эмоциями, что мне прям
Ну, не знаю, как это передать, короче, лучше. У меня сейчас много эмоций в голове. Я просто эту аптечку уже несколько раз протестировал. Я настолько доволен результатом остался, особенно когда играл через инсектоиды, что прям диву даешься. Да, надо брать уровень. Нужно 9 брать. Потихонечку нужно брать 9. Но лимит уже 9 имеет. Что очень не очень для меня. Как же поступать дальше? И вот у меня сейчас замешательство небольшое. Как же поступить? Если он будет играть через богов орков, а он собирает именно богов орков, то как же поступить лучше? Не дай бог он шамана легендарного найдет. Не дай бог. Это будет огромная проблема для меня. Куми уже нашел этого шамана. Не понял. А зачем он просто шаманов собрал? 3 шамана это ж такое себе. У меня, кстати, 9 уровень. Сейчас я буду ролиться уже. Орка жреца берем по-любому. И я, кстати, юзну баночки. Сколько мне хп дало? 31 хп мне дало. Замечательно, прекрасно. Отлично. Так, шикарно. Потихонечку моя ситуация более-менее хорошая становится. Это потихоньку. Мне нужно 2 цветки. Мне даже не надо их в тройке собирать. Мне нужно обычные 2 цветки. Если, конечно, не соберутся в тройке, я не откажусь. Но обычных 2 цветок мне будет с головой. Мне нужны, ну, они мне просто нужны для того, чтобы я дубли мог делать. Так, этот бог орк, я так понимаю, не собирается проигрывать, он собирается выигрывать уже, поэтому он так, знаете, добротно настроен сейчас на победку. Так, отлично, дубликаты у меня есть. Отлично, отлично, отлично. Я аж немножко волнуюсь, если честно. Я волнуюсь за результат. Так, есть инсеки. О. Тун-тур-тун-тун-тун-тун-тун. Я думаю, уже стоит людей убрать. А ну-ка пробуем. Давай, мать насекомая мне сейчас, пожалуйста. Мать насекомая. Честно, вот когда не надо, вот реально, когда не надо, этот посох падает. Когда надо, ты этот посох будешь ролить пол своей жизни, и хрен ты его найдешь когда-нибудь в жизни. Такой бред. Ну ладно. Так, опа, еще один инсектоид, отлично. Через Манки Кинга будет играть. Ну, посмотрим. Посмотрим, кто кого переиграет, молодой. 18 минуса получил, по 18 опыта получил. Замечательно. Опа. А что это значит? Кстати, сейчас 20 раунд, мне, наверное, сильно не надо ролиться. Наверное, сильно ролиться мне не надо. Дай бог, чтобы мне сейчас более-менее адекватная реликвия упала. Либо же мне нужно на шмотку реликвия, либо же мне будет достаточно реликвии на... Ну, можно, в принципе, и гнездо. Я, кстати, Свена продам, что-то как-то я в него особо уже не верю. Типа, это прикольная идея, когда ты будешь играть на инсектоидах через Свена. То есть у тебя будет стабильный керри. Но что-то как-то не хочется. Блин, 26 хп, и мне что-то кажется, что теперь есть у меня сомнения. Получится или не получится реализовать. Не дай бог, ко мне еще раз придет этот инсектоид, он еще раз мне на 18 даст, у меня вообще хп тогда не останется. Но, в принципе, кстати, я могу сейчас выйти из инкама. Опа, сюда. Давай. Быстренько. Отлично. Манки Кинг, шикарно, сюда. Так, вот это вот мы будем сейчас кипать. О-о-о. Пошла грязь. Сейчас будет полноценная грязь. Так, у меня фловые инсеки есть, отлично. Так, опа, энигма сюда. Опа, сюда. Это нам надо. Это нам надо.
Никса продам, потому что, ну, как бы он не особо-то и нужен мне сейчас, этот Никс. Или все-таки можно суммоны оставить сейчас. Хотя ладно, возьму Никса, раз он идет. Раз он идет, переобуваемся, берем Никса. Вот так вот. Все, отлично, у меня куча дублей. Ворка жреца закидываем сейчас мать насекомая. И смотрим, какая это будет грязь. Это такая должна быть грязь сейчас. Особенно, когда... Опа. Опа, так, иди гуляй. Антимаг, конечно, круто, но в суровых реалиях необходим нам Манки Кинг будет. Хотя на самом деле, если у меня будет довольно-таки сильный стол, то мне и Манки Кинг не нужен. Ну-ка, ну-ка. Вы смотрите, какая сейчас будет грязь. Боже, помоги. Боже, помоги его. Спаси его душу и сохрани. Сколько ты сейчас минуса получишь, дорогой? Я думаю, он вообще не рад того, что я пришел. То, что я ему появился сейчас. Ну-ка пишем в комментариях, какое выражение лица у него сейчас должно быть. Вы посмотрите, что творится. Минус 60 чисто на лицо. Спасибо. Спасибо, что дали мне как бы место присесть. Я думаю, он там сидит с таким фейспалмом. Опа! А вот это теперь имба. А вот это теперь имба. Убирайте детей от экранов срочно. Убирайте детей от экранов срочно. То, что вы сейчас увидите, это запретная съемка. 18+. Ну-ка, сколько сейчас ты получишь? Ребята, короче, пишем в комментариях, какие у них выражения лица на данный момент. 90... Ну, минус 39, ладно. Минус 39 это еще нормально. Я думаю, после этого ролика меня возненавидят абсолютно все. В каждом лобби будет твориться вот это вот вакханалия. На самом деле мне не хватает еще одного сердца, мать насекомая. Я хочу полноценно брать от этих вот всяких... вот этих вот тараканов. И поставить нормальные, адекватные фигуры. Мне нужно как можно больше дубликатов. По идее, у меня сейчас дубликатов сколько? Раз, два, три, 4. У меня всего лишь 4 дубликата. А должно быть 5. Я, наверное, пока что вот эту мать насекомая ставлю в орке жреца. Короче, в этом жреце я ставлю, потому что я думаю, что чен имба. В чене будет это имба. Он просто суммонит, будь здоров. Он ливнул. Он ливнул. Он даже не захотел смотреть, как ему минус 50 на лицо прилетело. Он просто взял и ливнул. Кстати, орк-шаманчик это, конечно, хорошо, но я не буду орка-шаманчика брать. Орка-шаманчика брать я не буду. Ну, как бы это крутая тема взять этого орка-шаманчика, но мне кажется, суммоны будут поярче как-то. Как-то серьезнее будут суммоны. Не знаю, я энигму оставлю. Мне бы 2 энигмы сейчас. Вообще было бы шикарно. И цветка в тройку. Там бы вообще было бы так... А знаете, что плохо? Там вот этот бог-орк, который с 6 хп, у него сейчас есть орк-шаман. 5. В 2 звезды. И это плохо. Минус 43. Ребята, пишем в комментариях, какие у них выражения лица. Чисто каждый раунд кого-то выношу. Это не я. Честно, это не я. Это не я. Нет. Nope. Смотреть на их столы и смотреть на мой стол. Единственная проблема для меня это вот этот вот no limit. No limit Tanger. Тенгера. Тенджера. Не знаю. Короче, как правильно читается, напишите тоже. Или no lime Тенджера. Не знаю. Не знаю, короче, как правильно оно там читается.
Я думаю, меня многие возненавидят после этого ролика. Ну и ладно, контент нужно творить. После этого ролика я, наверное, создам второй аккаунт и буду играть на втором аккаунте на лоу-ранге, пока что-то не поменяется с гнездом Амора и с этой аптечкой. Чисто под заказ. Чисто под заказ. Опа, сюда. Сказать, что я доволен, это все равно, что ничего не сказать. Так, сюда. Один корк-жрец хорошо, два лучше. Вот так вот сделаем. А нужен ли ты мне вообще? Бруда. Так, тут есть... Тут есть, короче, 3 сердца, мать насекомого. У меня сейчас есть. Червячка, наверное, стоит продать. Надо как можно больше сделать дубли... Опа. Вы видите то же, что и я? Я думаю, вы видите то же, что и я. Невозможно. Это невозможно остановить. Просто представьте, что сейчас Гендальф стоит на вот этом вот мостике и говорит: остановитесь! Ты не пройдешь! Нас осталось 4. Самый опасный для меня это бог-орк. Самый опасный. Хоть этого орка-шамана и как бы нерфанули, но извините меня, этот орк-шаман, он еще довольно-таки сильная опасная фигура. Я бы сказал, даже очень опасная фигура. Ну все, тут конечная. Я, скорее всего, проиграю. Скорее всего, я проиграю эту игру. Надеюсь, он ко мне, конечно, сейчас не придет, потому что если он ко мне придет, то он мне все хп снесет. Во-первых, у него сейчас есть орк-шаман, который имеет посох 3-го тира полностью настаканный. Нет, 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 нет. У него стол сильнее. У него стол сильнее чисто из-за вот этого орка-шамана, плюс у него есть лишрак, который... Короче, вы сами все видите. И сколько ты мне сейчас минуса дашь? Хоть не на все хп, пожалуйста, хоть не... У меня еще есть немножко шансов. Но я его не вынесу. Блин. Обидно, конечно. Очень обидно, конечно. Но орка-шамана мне бессмысленно брать пока что. Хотя на самом деле можно было бы его и взять. Но уже как бы, наверное, поздно. Блин. Обидно. А я думал, это будет эпичная катка. 9 маков. Чел собрал 9 маков и думает, что сейчас это ему поможет. Ага. Кстати, это может получиться самая быстрая игра вообще. По крайней мере, в этом патче, скорее всего, это будет самая быстрая игра. У него слишком жесткий шаман. Слишком жесткий. Чел на охотниках, привет. Чел на охотниках, походу, сейчас пока будет. Все, пока-пока. Пока, мой сладкий. Сколько ты минуса получишь? Минус 46. Ну так, чисто, ну, позавтракать. Отлично. Все. Мы с ним остались сейчас 1 на 1. Чисто 2 титана. Кто кого. Но я уверен, что он меня, так как у него все-таки вот этот вот орк-шаман, он жесткий. Не знаю, может... Да, плевать уже, что я там буду пересобирать. Может, это поможет немножко. Хотя, какое мне там поможет? Самое грозное оружие против меня — это Silence. И этот Silence очень душит. Возможно, мои бы големы справились бы против него. Но не стоит забывать, у него тоже как бы есть голем, у него есть Зевс, который будет меня беспощадно ваншотать, скорее всего. У него есть орк-жрец, который суммонит под богами. Там... О чем говорить, у него сейчас есть леший. Ну, короче, походу доигрались. Ну так, ребят, смотрите и наслаждайтесь, как контрить инсектоидов. От No Limit Тенгера.
Тангары. Тунгуры. Я свою миссию выполнил. Боже, это реально будет самая быстрая катка? Самая быстрая катка, которую я хоть раз... Я его вынес. Или нет? Или да? Давай, 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 давай. Еще големов, еще големов. Тварь, он суманул своего варлока. Ну вот, то, что я говорил. Боги-орки через орка-жреца, Зевса, Лешего и вот орка-шамана пятерку. Вот как-то такой результат. Обидно. Блин, еще и немножко до ферзя не хватило. Очень обидно. Хотя на самом деле, по-моему, выражение лица не скажешь, что обидно. То на самом деле и не обидно. Это была реально крутая катка. Чисто он мне отомстил за то, что я играю на инсектоидах. И все. Вот и все. Это реально будет самая быстрая катка. 29 раундов. Я не помню, когда у меня последний раз была такая катка, что она длилась меньше 30 раундов. Не помню. Вот хоть не знаю. Ну, может кто-то напомнит мне в комментариях, кто помнит, когда у меня такая катка была. Может даже ссылку на видео поделится, если он помнит и смотрел когда-то. Но меньше 30 раундов у меня никогда не было. Поэтому я даже знаю название этому ролику. Самая быстрая катка. За сколько времени? Обалдеть. Ну, согласитесь, это очень красивая игра. Ну, он, конечно, меня нормально так, чуть-чуть так присунул мне своими орками-жрецами. Орк-шаман хорошо контрит инсектоидов. Я думаю, если бы у него был агоним, там вообще без шансов. Без шансов, без единого. Ну, добавить мне здесь нечего. Вы видели реализацию этой аптечки. Это крутая тема. Так кстати, я же хотел сказать о минусах ее. Это то, что вы, если слишком сильно пожадничаете, вы потеряете всю свою хп, не сможете реализовать эту аптечку, вас вынесут и будут плаки-плаки. Просто слеза будет течь с глаз. Поэтому, ребят, аккуратно используйте эту аптечку. И если что, я вам этого не показывал. Не говорите никому, что я вам это показывал, потому что меня возненавидят и еще больше. Меня и так, на самом деле, так, знаете, чуть-чуть не любят. Почему? Потому что я показываю некоторые жесткие фичи, которые работают на ферзях, и их все абсолютно спамят потом после этого. Поэтому, ребят, меня сюда не приписываю. Не надо. Кстати, если что, это подписчик Топне на стриме как бы продемонстрировал, как эту аптечку можно заюзать. И я как бы так у него посмотрел, решил потестировать сегодня. Потом, если что, виним его все вместе. Подписчик Топне. Уже второй ролик подряд я его вспоминаю, потому что он на стриме показал два таких интересных билда, но я его не показывал, потому что не особо работал один билд. Это вот китайская сборка, я там в топ-3 зашел, но тем не менее, ребят, кто не видел, посмотрите, это просто забавная сборочка, которая, ну, работает, но не в текущем мете из-за того, что есть Monkey King, который вечно свою палку будет заряжать, и инсектоид, вот и все, как бы. Который тоже там Monkey King будет абузить, ну, не дай бог еще гридер. Короче, вы поняли. Что я буду вам объяснять, вы все прекрасно и так без меня понимаете, почему это не работает. Это сработает только на улурангах, поэтому можете повеселиться на улурангах, поюзать вот эту тему с фурионами, дубликатами и просто спамить пеньков, чтобы до 20-го раунда наносить людям по минус 60, типа инсектоида. Ладно, я могу долго размусоливать, поэтому заканчиваю. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я также хочу вам напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовывать легендарные дубликаты через цвет и, наверное, через гоблинов мехов. Да, и без гоблинов мехов я, конечно, этого сделать не смогу, поэтому мехи там тоже будут присутствовать. От вас лишь 50 лайков. Сразу говорю, это будет очень сложно, поэтому не знаю, когда я смогу это реализовать, но постараюсь в кратчайшие сроки, как только соберется 50 лайков. Всем огромное спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube канал и на Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!